Здравствуйте, господа. Начинаем сегодняшний вебинар, как всегда, во вторник. Ответы на вопросы, касающиеся здоровья, все о нутрициологии, о здоровом образе жизни, о нетрадиционной, традиционной медицине. Обязательно ставьте плюсы, если видите и слышите. И начнем. Трансляцию я сегодня веду только в YouTube. В TikTok и Facebook сегодня трансляцию вести не буду. Итак, отвечая на ваши вопросы. Катерина Фрыско. Здравствуйте, Андрей Андреевич, помогите советом. От субботы очень плохо. Проснулась с головной болью к вечеру, давление и пульс 135 на 145, не могла ничем сбить. Очень трусила. Давление 142 на 85, а у меня 110 на 80. Мне 37. Поздравляю вас. У вас, скорее всего, реакция на магнитные бури. Не стоит забывать, что мы сейчас переживаем очень обширные магнитные бури, и очень много людей именно таким образом их и переносит. Каким образом переносить легче магнитные бури, каким образом устранять головную мигреневидную боль в случае, если она развивается по непонятным вам причинам, я сейчас расскажу. Когда у вас появляется обширная головная боль, мигреневидная или мигрень, вот что необходимо делать. Необходимо положить валик под шею. Создать такой валик несложно. Возьмите большое полотенце, сверните валик так, чтобы он был в диаметре не менее 10 сантиметров. Сидя, подложите под голову такой валик так, чтобы ваша голова была запрокинута как можно дальше назад. При этом займите положение так, чтобы ваше тело по отношению к земле было не 90 градусов, а 45. И вот знаете, на что похоже? Когда люди приходят мыть голову в барбершоп или в парикмахерскую, то им моют голову. Вот нужно создать такие условия, чтобы было такое же положение, как во время мытья головы в парикмахерской. То есть вы должны сесть таким образом, чтобы ваша голова или ваше лицо смотрело вверх, и при этом ваше тело было изогнуто в отделе седьмого шейного позвонка. Таким образом, даже от 1 минуты до 5 минут будет купировать у вас на 1-2 часа головные боли, которые вызываются, как правило, вот такими магнитными бурями. Великолепный совет, пожалуйста, используйте. Мы в Польше, спрашивает меня Катерина Фрыско. Ответил, да? Сейчас я открою еще в YouTube. Да ладно. Все, вижу ваши сообщения и в YouTube. Татьяна Блайер. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Что из ваших препаратов можно дать 9-месячному ребенку от мокроты в груди? Заранее большое спасибо. К сожалению, я бы не рекомендовал давать какие-либо продукты или препараты ребенку от мокроты. Но чем можно помочь? Каким образом можно помочь ребенку, чтобы не появлялась мокрота? Есть специальные аппликации, которые доступны, которые легко дома делать. Итак, первая из них — это на грудную клетку накладывать нежирный творог на 1-2 минуты. Второе — ложить ребенка таким образом, чтобы он лежал вниз головой, лицом вниз, и постукивать и поглаживать по задней части его спины. То есть как бы выбивая такую мокроту. Далее. Вы должны знать, что активность муковисцеральная активность обычно связана с улучшением деятельности поджелудочной железы и улучшением деятельности оттока слизи из легких.
И есть такое заболевание, оно называется муковисцидоз. Это когда накапливается большое количество слизи в легких, когда не функционирует поджелудочная железа. И она, как правило, связана с тем, что нет усвоения натрия. Так вот, оказывается, в случае, если ребенок начинает болеть, у него накапливается большое количество слизи в легких, то один из простых способов помощи такому ребенку увеличить питье, в котором находится повышенное количество натрия. Где находится натрий или где больше всего его находится? Больше всего натрия, знакомого нам, находится в двууглекислом натрии или натрии. Это пищевая сода или же в поваренной соли. Натрий, хлор. То есть, как и чем можно помочь? Приготовьте следующий раствор. Возьмите пол-литра воды теплой, добавьте 1 чайную ложку соды и четверть чайной ложки соли. Взболтайте и давайте на протяжении дня по чуть-чуть ребенку вот такую жидкость. Она будет существенно улучшать выведение слизи из легких. Такой совет я уже давал, я говорил, если у вас нос не дышит, ощущение, будто у вас заложена носоглотка на фоне аллергии, если у вас частые заболевания аллергии, используйте мой рецепт. Берите пол-литра воды, 1 столовая ложка соды, четверть чайной ложки соли. Выпивайте по чуть-чуть через равное время, по 1-2 глотку на протяжении дня вот эти пол-литра. Можно делать через день, можно каждый день, но не больше 10 дней. И вы устраните у себя отечность, уберете у себя аллергический ринит в случае, если такое имеется, сможете избавиться от аллергии. Это проверено. Есть такой семинар, который я записал, где я достоверно объясняю и рассказываю, каким образом это действует, и объясняю, как все-таки натрий помогает нам справляться вот с такими заболеваниями. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Мне 64 года, болит низ живота и поясница. Врачи то к одному, то к другому отправляют. Что делать? Люба, 64 года. Но мне бы интересно было узнать, какой диагноз вам все же поставили. Потому что низ живота это может быть миома, это может быть цистит, это может быть пилонефрит, это может быть гастрит. Это может быть даже панкреатит, это может быть холецистит. То есть с чем это связано, ну вот так наверняка, скорее всего, сказать вам не смогу. Ну, наверное, я вам не помогу. Я, к сожалению, не понимаю, что у вас болит. А вы вот попробуйте сейчас мне написать более точно, ставят ли какой-нибудь вам диагноз. Зара Мустафаева. Здравствуйте, доброго времени суток. Моя сноха много лет мучается мигренью. Врачи назначили лечение, но оно все краткосрочно. Пожалуйста, посоветуйте что-нибудь из препаратов ТФ. Как правило, мигреневидные формы одно из разнообразных таких заболеваний, которое, как правило, мигрени вызывается тем, что у человека появляется судорожный компонент или судороги. Но в отличие от генерализированных судорог, которые возникают и могут спровоцировать появление эпилептивной формы, такие судороги, они не вызывают эпилептивный припадок. Почему это происходит, с чем это связано? Обычно, как ни странно бы это звучало, это может быть связано с появлением кислородного голодания коры головного мозга. На сегодняшний день появление таких судорог уже доказано, и говорится очень часто, что на фоне неврозов, которые, как правило, связаны с тем, что человек не доедает или специально ограничивает свое питание, либо реагирует на неедение, вернее, на стрессы тем, что не ест, может приводить в дальнейшем к тому, что либо увеличенный холестерин, бессонницы, стрессообразные ситуации. Это все приводит к голоданию мозга. Каким образом и чем его можно накормить? Не стоит забывать о 3 компонентах правильного функционирования коры головного мозга. Первый из компонентов, который связан с правильным функционированием коры головного мозга, называется циркадные ритмы. Что это такое? Когда человек был создан и в природе были созданы, есть животный мир.
человек является частью животного мира. Но в процессе эволюции человек начал отрицать животные механизмы или механизмы регуляции в животном мире, которые присутствуют, и придумал свою собственную эволюционную идею того, как ему необходимо расставлять приоритеты, в ходе которых он будет тратить свое персональное время. И это привело к тому, что человек просыпается, когда хочет, и засыпает, когда ему хочется. Очень часто люди забывают о том, что в нашем организме есть внедренная система контроля нашего засыпания, сна и нашего просыпания. И именно такая система, она внедрена и существует. Называется она циркадными ритмами. То есть условно можно сказать, что циркадный ритм — это когда человек засыпает, когда начинается ночь, и просыпается, когда начинается утро. Если посмотреть правильный циркадный ритм человека, такой, какой он должен быть, то в циркадном ритме человек приблизительно должен ориентироваться на 7-часовый сон или более. При этом сне он должен засыпать не позже, чем 11 часов вечера, и просыпаться не позже 6:30, 7:30 утра. Ну вот приблизительно так. И нас природа таким образом создала, что данные ритмы, они уже внедрены в наше физическое тело. И это не связано с тем, как мы засыпаем и как мы просыпаемся. Это связано с тем, что во время правильного функционирования циркадных ритмов у человека происходит восстановление коры головного мозга, восстановление нейрогуморальной системы. И это фактически является одним из основ здорового существования человеческого организма. Ну, конечно же, мы все не можем так жить, потому что эволюция так устроила, что мы не можем просыпаться рано, но мы не можем засыпать рано. Именно поэтому очень часто сдвигаются такие циркадные ритмы, человек ложится очень поздно, старается просыпаться рано, ведет безответственный образ жизни, то есть употребляет алкоголь или переедает на ночь, что является тоже синдромом или симптомом нарушения циркадных ритмов. У человека очень часто появляется истощение нервной системы и так далее. И можно ли это как-то восстановить? Дело в том, что заставить взрослую женщину ложиться вовремя или просыпаться вовремя нам или вам, к сожалению, ничего не даст. Дело в том, что это уже рефлекс, привычка, уклад жизни. И обычно такой человек что-либо сделать с этим, к сожалению, не сможет. Но можно ли ему как-то помочь? Да. Дело в том, что существует специальное вещество, которое выделяется в нашей голове специальным отделом, который называется nucleus accumbens или ядро прозрачной перегородки. Задача данного ядра прозрачной перегородки заключается в том, чтобы регулировать процессы и контролирование нашей центральной психической деятельности. Что это такое? Это коммуникация, это память, это радость или проявление чувств, и это в том числе еще и концентрация. В случае, если происходит нарушение, то у человека происходит изменение выделения серотонина, изменение выделения дофамина, что приводит человека к депрессии, тревожности, окситоцина, что приводит человека к тому, что он не хочет ни с кем обниматься, у него отсутствует коммуникация, он не хочет быть социальным человеком. Исчезают функции вот такого отдыха, у человека появляется постоянно синдром истощения, психического истощения, ему сложно думать. Происходит исчезновение концентрации, у человека нарушаются мнемонтические связи, что в дальнейшем может приводить к тому, что у человека развиваются заболевания, связанные с запоминанием. Это даже физиологические проблемы, которые могут привести в дальнейшем к появлению болезни Паркинсона, Альцгеймера и так далее. Но можно ли с этим справиться? Да. Прежде всего, необходимо начать принимать гормон нуклеуса аккумбенса, который называется мелатонин. Мелатонин можно приобрести в моей компании. Как принимать мелатонин? Считается, что мелатонин необходимо принимать вечером. Мелатонин, как и L-триптофан, является грубо прекурсорами или
веществами, которые воздействуют как раз на это ядро, которое стимулирует и восстанавливает циркадные ритмы, и дофамин, и серотонин, и так далее. Норадреналин, в свою очередь, начинает усваиваться, что приводит к тому, что у человека появляется концентрация и так далее. Решения какие-то происходят, но сложные процессы мозговой деятельности. В случае, если происходит нарушение данных гормонов, особенно мелатонина, неусвоение, то одним из принципов данного заболевания возникают как раз вот такие мигреневидные формы. Как принимать мелатонин? Считается, что необходимо его принимать вечером, но дело в том, что циркадные ритмы восстанавливаются у нас не в ночное время. Наоборот, применение мелатонина, скорее всего, более необходимо на протяжении дня, так как на протяжении дня у человека и формируются циркадные ритмы, а засыпание является уже квинтэссенцией или ключевой чертой правильного засыпания. Поэтому я рекомендую принимать препараты мелатонина на протяжении дня. 1 таблетка 3 раза в день. Далее, второй препарат. Второй препарат — это препарат, который называется, я даже покажу, у меня есть бутылочка. Вот. Называется таурин, аминокислота. Таурин — это то, что может наполнить сознание. Вот смотрите, один человек устает после разговора и не может адаптироваться к стрессам. То есть у одного человека после стресса большое количество переживаний, он не может никак успокоиться и так далее. А у другого человека стресс вызывает небольшое волнение, но после этого он быстро успокаивается. Так вот, в случае, если вы очень вспыхиваете, вам необходим магний или магний B6. В случае, если у вас происходит невозможность успокоиться, то есть вы подолгу потом не можете успокоиться, крутите, переживаете и так далее, то вам необходимо принимать препарат таурин. Таким образом, получается уже 3 препарата. Один препарат у нас называется мелатонин, второй препарат таурин и третий препарат магний B6. Ну и завершением этого всего это препараты с медью. Дело в том, что головные боли в зрелом возрасте могут быть синдромом реакции не только на стрессовые ситуации, а могут быть первыми признаками развития заболеваний Альцгеймера. А на сегодняшний день одним из таких простых методов лечения заболевания Альцгеймера считается дополнительное введение, нутрициологическое введение как дополнение к продуктам питания, которые вы используете, веществ с повышенным содержанием меди. Такой препарат в нашей компании есть. Этот препарат называется алгоцин. Принимать его необходимо 1 чайная ложка на 1 стакан воды 1 раз в день. И у нас получились следующие препараты от мигрени. Кстати, у нас есть отдельный препарат, мигрофит называется. Но, тем не менее, давайте в комплексе еще раз рассмотрим саму проблему. Итак, препараты, которые я рекомендую. Мелатонин по 1 таблетке 3 раза в день. Магний B6 по 1 таблетке 3 раза в день. Дальше таурин 1 таблетка 2 раза в день. И алгоцин 1 чайная ложка на 1 стакан воды 1 раз в день. Я думаю, что комплексное применение данных препаратов сможет помочь существенно улучшить состояние. В случае, если есть дополнительные такие симптомы, как гипергидроз, допустим, резкое вспотевание, то это говорит о том, что есть еще и климактерические проблемы. В случае, если есть гипергидроз, то я рекомендую использовать дополнительно препарат гипергидрозин. В случае, если есть климакс, то препарат климактерикс. А в случае, если есть дистония и судорожные проявления, препарат, который называется Morbus-Stop. Morbus-Stop. Ну вот, в общем-то, вот так. Нелегко все, да? Дальше. Катерина. У меня узлы в щитовидной железе. И увеличено, но до сих пор только контролировала каждые полгода. 5 лет назад операция варикоз. Ну и холодные мокрые руки постоянно. Помогите, как всегда, советом профессионала. Я уже говорил.
Как бы вы к этому ни относились, верьте мне или не верьте, я вообще рекомендую проверить. Варикоз практически всегда возникает у тех людей, у которых есть сниженная кислотность желудка или сниженная кислотность желудочно-кишечного тракта. Как правило, повышая кислотность ЖКТ или повышая кислотность желудка, в дальнейшем происходит возможность почему-то лечить варикоз. Каким образом это необходимо делать? Принимайте препарат, который будет повышать кислотность желудка, который называется бетаиногидрохлорид. В моей компании он продается. Одна таблетка 2 раза в день или одна таблетка перед каждым приемом пищи. Это, как ни странно, улучшит не только работу вашего желудочно-кишечного тракта, а поможет вам справиться еще и с варикозом. А для варикоза есть еще мазь у меня, она называется вариковазиновая. Таким образом вы справиться сможете. По поводу, до сих пор только контролировала каждые полгода операцию варикоза. По поводу щитовидной железы. Узлы щитовидной железы, как правило, связаны с тем, во-первых, никто не может достоверно на сегодняшний день сказать, что узлы щитовидной железы это связано с тем-то и тем-то. То есть есть только ряд гипотез. То есть доказательств того, как появляется узловой зоб и каким образом происходит формирование узлов щитовидной железы, как собственно и миом, одним словом. Таких вот, наверное, гипотез много, но достоверных таких, наверное, научных доказательств пока еще не существует, как, собственно, и лечение данных заболеваний. Но, тем не менее, одна из гипотез говорит вот о чем. Дело в том, что наша щитовидная железа, ее функцией является выделение нашего эндогенного йода, то есть выработка йода, и который будет воздействовать или который воздействует на наш организм таким образом, чтобы помогать нашему иммунитету или нашей иммунной системе правильно функционировать. Но мы очень часто находимся на территории, в которой есть большое количество радиации. Одна из особенностей йода, даже того, который эндогенно вырабатывается нашей щитовидной железой, заключается в том, что йод имеет повышенную способность сорбировать и накапливать в себе радиацию. Именно поэтому люди, которые живут в радиоактивной местности, допустим, в Кировоградской области, в Полтавской области, в каких-либо областях с повышенным содержанием экзогенной радиации, допустим, это Винницкая область, которая находится на территории больших площадей с красными гранитными слоями поверхности Земли, которые выделяют и светят большое количество радиации. Это Днепровская область, там, где находятся города, допустим, Желтые Воды с радиационными шахтами. Это Кировоградская область, это север Николаевской области с городом Первомайск. Это, конечно же, области, которые находятся рядом с Чернобылем. Это Ровенская область, это Житомирская область, Чернобыльская область. Все эти области, они имеют повышенный фон радиации, и особенно летом данный фон радиации дополнительно увеличивается. Конечно же, когда радиация увеличивается, то она влияет на каждого человека, и, как правило, у такого человека начинает появляться радиоактивный йод, который находится в его организме. В этот момент появляется вопрос: можно ли как-то справляться с таким йодом, который является радиоактивным? Ответ есть, конечно, да. Наш организм с успехом может депонировать такой йод, то есть по-другому выводить его из организма в случае, если он имеет какой-либо неправильный разряд или имеет радиационный фон какой-либо. Как он это делает? Он просто его выводит. Но дело в том, что чем сильнее радиация, тем быстрее йод выводится. И что происходит? Появляются заболевания, гипофункция щитовидной железы.
То есть радиоактивный йод организм пытается выбросить, при этом радиоактивный йод выбрасывается, а из-за того, что у нас в продуктах питания недостаточное количество йода, мы живем в такой местности, где йод в продуктах питания в недостаточном количестве, йода много в морепродуктах, йода много находится в продуктах там, морской капусте или всего, что связано с морем. Ну, у нас в рационе питания обычно таких продуктов небольшое количество. И в большинстве своем мы, особенно люди, находящиеся на территории вот таких областей, начинаем болеть гипофункциями щитовидной железы. Опять-таки несколько слов еще и об этом. Очень часто каждый эндокринолог вам скажет такие слова. Вы болеете аутоиммунным тиреоидитом, и у вас там от ТПО оно там завышенное. И рекомендует такой человек вам, допустим, назначают вам гормоны. Какие гормоны сейчас у нас есть? Эльтероксин и проутерокс, эльтероксин, допустим, назначают вам эльтероксин. Но здесь стоит сказать, что эльтероксин является производным йода. Именно поэтому эндокринологи часто говорят, если у вас аутоиммунный тиреоидит, то, подозревая, что вы принимаете эльтероксин, они же думают, что вы принимаете, принимать дополнительно йод, содержащие препараты, не нужно. Но часто люди, услышав то, что от эндокринолога, что если у вас аутоиммунный тиреоидит, и вы не принимаете препараты йода, а он думает, что вы принимаете препарат эльтероксин, он вам будет говорить, вам ни в коем случае дополнительно принимать препараты йода не нужно. Но вы, если не принимаете препараты йода, и у вас аутоиммунный тиреоидит, то принимать препараты йода можно, если вы не принимаете эльтероксин. Поэтому не сомневайтесь при выборе препаратов, принимайте смело там йодид калия, йодид или там какую-нибудь форму пикалинат йода, принимайте формы йода, и это актуально будет. Что будет, если не принимать йод? Особенность радиоактивного йода заключается в том, что он может образовывать что? Капсулироваться в щитовидной железе в виде узла. Раз. Создавать опухолевидные процессы в железах грудных. Два. Создавать проблемы с появлением различных карцином, среди которых уже прям практически доказано, это колоректальный рак, это онкология поджелудочной железы, это практически всегда базилиомы, меланомы, это рак кожи. И, конечно же, это онкология щитовидной железы и так далее. И как можно справляться с этим, можно ли что-либо рекомендовать? Я рекомендую каждому человеку, который проживает на территории Украины, для профилактики, ничего не боясь, принимать йодид калия, это мой препарат, по одной таблетке один раз в день на протяжении хотя бы 2-3 месяцев, особенно если есть узлы щитовидной железы, особенно если есть проблемы, связанные с выпадением волос, с быстрым набором веса, так как йод участвует еще и в метаболизме нашего организма. В случае, если у вас есть увеличенные лимфоузлы шейного отдела, в случае, если у вас есть небольшие мастопатические узлы, принимайте йодид калия. Он вам 100% не навредит. Плохие волосы, плохие ногти, плохая кожа, фурункулы на лице, появление комедонов, выпадение волос, жирное лицо, ощущение острого реагирования и невозможности согреться, когда холодно, или невозможность адаптироваться к жаре, это все признаки гипофункции щитовидной железы. Частые простуды, ангины и так далее, это все симптомы, которые прямо сигнализируют о том, что вам просто необходим препарат йода, йодид калия. Принимайте его по одной таблетке 2 раза в день. Для того, чтобы убрать узлы из щитовидной железы, принимайте йодид калия совместно с препаратом, который называется тератозин. Также дополнительно принимайте препарат D3.
Скажите, чем можно убрать воронкообразную деформацию грудной клетки? Нет, не поможет зеленая нитка, Влад. К сожалению, я не знаю, я не умею это лечить. Сергій Борисенко. Доброго вечора. Занижена кислотність в шлунку. Що пити із ваших препаратів, щоб нормалізувати? И дякую. Будь ласка. Что такое пониженная кислотность? Почему она возникает? Пониженная кислотность рано или поздно приведет вас к гастроэзофагиальному рефлюксу, галитозу, будет плохой запах изо рта. Это очень развитое заболевание. Его происхождение связано с тем, что во время стрессов и нервного состояния у человека выделяется фермент, который называется гастрин. Фермент гастрин проявляется у нас. Он является протеолитическим ферментом, таким же, как и пепсин. Это фермент класса гидролаз. Что это такое? Когда человек начинает стрессовать, и у человека появляются переживания, невротические переживания, то наш желудок реагирует определенным образом, среди которых выделение гастрина. Гастрин — это вещество, которое тормозит сжатие мышечной мускулатуры нашего желудка, таким образом уменьшая выведение пищи из нашего желудка. Наш желудок при этом хочет избавиться, и у него есть две реакции. Это дополнительное выделение желчи, или второй вариант — дополнительное выделение трипсина, соляной кислоты и так далее. Вот что происходит. Появляются язвочки, в дальнейшем происходит уничтожение микрофлоры желудка и так далее и тому подобное. Что в дальнейшем приводит к тому, что при гастрине происходит ригидность мышечной мускулатуры, и для того, чтобы спасти такой желудок, чтобы он еще функционировал хоть как-то, в человеческом организме включается функция уменьшения кислотности для того, чтобы обеспечить минимальную травматизацию желудка. И в большинстве своем очень много людей во всем мире именно таким образом реагируют на стресс. Выделяется гастрин. Выделяется гастрин. Когда гастрин выделяется, чем можно человеку помочь и что необходимо делать? Смотрите, гастрин формируется на фоне стресса. Тогда с чем необходимо бороться человеку? Если гастрин выделяется на фоне стресса, то человеку прежде всего необходимо бороться не с повышающейся или понижающейся кислотностью, как считает наша медицина, а необходимо бороться со стрессом. Дело в том, что стресс имеет две стороны. Одна сторона — это возможность адаптироваться после стресса, и вторая — это реакция на стресс. Смотрите, если вы реагируете на стресс очень сильно, вам не хватает магния. А в случае, если вы не можете адаптироваться, вам сложно, вы подолгу тянете, то вам необходим таурин и необходим L-триптофан. Таким образом, вы, принимая все три препарата, можно успокаивающий препарат принимать, допустим, Поставит моей компании. Таким образом, вот так нужно справляться, воспитывать прежде всего центральную нервную систему, работать со своей психикой, работать с состоянием спокойствия. Вот с чем прежде всего вам придется работать. Но если уже так произошло, и у вас есть такая реакция, и вы не можете успокоиться, что бы вы ни делали, и так реагируете, иногда это может быть связано с генетическими предпосылками, то есть ваши родные так реагировали, вы так реагируете, и, как правило, изменить человека, чтобы он реагировал по-другому, возможно, в большинстве своем, невозможно, перевоспитать невозможно. Ну и что делать в этом случае? Если у человека пониженная кислотность, то человеку я рекомендую использовать мой препарат бетаиногидрохлорид. Бетаиногидрохлорид — это вещество, которое поможет запустить вам желудок или поможет повысить кислотность и улучшит общую работу. Но не стоит забывать вот о чем. Бетаиногидрохлорид необходимо принимать во время еды или после еды. Он улучшит общее состояние переваривания. Но еще один нюанс. Дело в том, что
Мы очень часто определенным образом реагируем. На что мы реагируем? Вот вы, наверное, заметили. Одни люди реагируют на жиры, они повышают у них там изжога появляется. Что такое изжога? Это эзофагиальный рефлюкс. Изжога — это открытие клапана желудка в пищевод. На этом фоне может развиваться еще и грыжа желудка. И чем можно помочь? У одних людей вызывает жиры, а у других людей вызывает белки, которые использует человек. Так одни люди со временем начинают сталкиваться с тем, что если они употребляют белковую пищу, это создает у них ощущение тяжести, вздувания. Такая тяжесть и вздувание особенно появляется у людей, которые могут там поесть фасоль или поесть там говяжье мясо и так далее. У других, наоборот, состояние изжоги может вызывать использование жиров. У третьих людей появление изжоги может быть на фоне, допустим, использования алкоголя или глюкозы. Как можно характеризировать и с чем это связано? Послушайте, это очень интересно. Возможно, вы поймете, с чем вы сталкиваетесь, и сможете понять, чем вам можно помочь. Если у человека происходит нежелание употреблять, если у человека появляется нежелание употреблять мясную пищу, у него есть синдром раздраженного кишечника, допустим, но не специфический язвенный колит, допустим, просто диспепсия. Как это проявляется? При каждом приеме пищи, особенно белковой пищи, мгновенно, практически тут же появляется диарея. То есть человек поел, тут же сходил в туалет, поел, тут же сходил в туалет. Это говорит о том, что у вас не вырабатывается и у вас недостаточно пепсина, фермента поджелудочной железы. И у вас формируется диспепсия. Таким образом, нужно понять, что у вас во время диспепсии, как правило, происходит нарушение усвоения белка. И вам необходимо добавить пепсин, потому что неусвоение белка приведет к ригидности мышечной мускулатуры, к заболеваниям опорно-двигательной системы и так далее. И все, что с этим связано. И именно поэтому в случае, если у вас после приема белка вздутие, после приема белковой пищи происходит увеличение объема живота, появляется диспепсия, очень частые позывы, диарея и так далее. Вам необходим мой препарат, который называется пепсин. Вот так вот он выглядит, пепсин. Во время приема пищи по одной таблетке. Пепсин — протеолитический фермент класса гидролаз, вырабатываемый главными клетками. Слизистая оболочка желудка осуществляет расщепление белков и пищи до пептидов. То есть, если у вас появляется синдром раздраженного кишечника, диспепсия, знайте, белок в вашем теле не усваивается, вы его, скорее всего, недополучаете. И все, что связано с тем, что ваш организм начинает получать белковое истощение, ряд заболеваний, которые с этим связаны, будут вас донимать. То есть вы, скорее всего, будете становиться полнее, но при этом мышечные ткани будут атрофироваться, что мы видим очень часто у мужчин и женщин, у которых со временем при, допустим, сахарном диабете второго типа происходит синдром, появляется синдром, или болезнь она называется, болезнь раздраженного кишечника, диспепсия, и это в дальнейшем приводит к тому, что появляются вот такие белковые истощения. В этом случае вам поможет пепсин. Еще раз. Поели фасоли, гороха, или съели белки, или съели шашлык. У вас после этого начинает вздувать живот. То есть вы ощущаете, что пища застаивается, не переваривается, ухудшается общая перистальтика. Это говорит о том, что вам необходим пепсин. Второй вариант. Когда вы начинаете принимать жиры, то после жиров у вас появляется ощущение заброса пищи, у вас появляется изжога, появляется гастроэзофагиальный рефлюкс, то есть появляется отрыжка, появляется нехороший запах, появляется заброс желчи. Это все говорит о том, что у вас есть проблемы печени и вам необходим L-карнитин. L-карнитин поможет вам расщеплять липиды или расщеплять жиры.
и поможет вашей печени справляться с дополнительным расщеплением жиров. Наша печень напрямую связана с расщеплением липидов и расщеплением жиров. Именно поэтому в случае, если у человека происходит вздутие живота, ощущение заброса желчи в ротовую полость, то человеку необходимо очищать желчный пузырь, работать с желчным пузырем, работать с печенью, ну и помогать нашей печени фактически с применением препарата L-карнитин, который поможет вам улучшить расщепление жиров или расщепление липидов. Таким образом поможете себе. Что закрывает желчный пузырь? Желчный пузырь прежде всего закрывает гастрин. Да, гастрин закрывает нам желчный пузырь, а как я уже сказал, гастрин это та протеолаза, вернее тот фермент, вернее гидролаз, который участвует в замедлении функциональной деятельности мышечной мускулатуры нашего желудка. Именно поэтому использование препаратов, которые могут успокоить человека, очень важно в тот момент, если у человека есть дискинезия желчных протоков. Но еще вот один нюанс. Дело в том, что очень часто гастрин более выделяется в тот момент, когда человек голодный. Поэтому, совместив между собой голодание и совместив между собой стресс, мы включаем гастрин больше, чем у обычных людей. Поэтому голодать нельзя, а это уже психическая проблема. То есть человек говорит, мне некогда заниматься спортом, у меня нарушен метаболизм и так далее, и так далее. Но к чему готовиться? К гастроэзофагиальному рефлюксу. Переходим к процессу. Что закрывает желчный пузырь? Голод. Серьезно. Диета закрывает желчный пузырь. Питание очень редкое. При этом питание с ограничениями использования жиров, так как для формирования, активного формирования желчи необходимы жиры, необходимо, чтобы печень ваша, она вырабатывала желчные кислоты, и для этого необходимо обязательно, чтобы у вас были эти липиды. То есть необходимо, чтобы у вас появлялись липопротеины высокой, низкой, очень низкой плотности, чтобы холестерин появлялся. Там есть еще связь холестерина и кортизола, и там еще связано это и с половыми гормонами, и всем остальным. Но мы сейчас не об этом. В случае, если вы едите жирную пищу и после этого чувствуете себя нехорошо, у вас закрыт желчный пузырь, вам необходимо помогать вашей печени, принимая препарат L-карнитин. По 2 таблетки 2 или даже 3 раза в день. Если у вас диарея, пепсин, а если есть еще там жировой гепатоз, стеатоз называется, есть проблема увеличенная печень. Кстати, алкоголь любой формы закрывает желчный пузырь на 12-40 часов. Иногда такой процесс даже более удлиняется. Именно поэтому закрытый желчный пузырь, пузырь, который находится в тонусе, в гипертонусе, который обычно мы наблюдаем у людей, которые болеют заболеванием алкоголизм, что в дальнейшем приводит к различным заболеваниям печени, включая развитие цирроза печени, можно устранять, если человеку дополнительно давать горечи. Из таких горечи я рекомендую использовать горечь, которая называется Амарум Дуйко, по 1 чайной ложке на стакан воды 1, 2 или даже 3 раза в день. Как ни странно, использование таурина может помочь тоже освобождать желчный пузырь. Но если у вас нет доступа к тому, чтобы помочь вашей печени, если вы не знаете, каким образом помочь, и нет денег, и вы не знаете, как разгрузить вашу печень, разгрузить ваш желчный пузырь, вам поможет обычный чай из шиповника. Берете шиповник, делаете из него порошок
заливаете 1 стакан кипятка, засыпаете 1 столовую ложку порошка из шиповника, добавляете 1 стакан кипятка и после его остывания добавляете 1 таблетку или 2 таблетки любого вещества сахарозаменителя, будь то ксилит или будь то сорбит, не нужно больше. Данный вот такой чай сможет помочь вам не только разгрузить ваш желчный пузырь, а еще и улучшить общее состояние, которое, возможно, у вас развивается на фоне загруженной печени, на фоне высокого холестерина, на фоне дискинезии желчных протоков, на фоне плохих привычек, таких как курение или употребление алкоголя, на фоне стрессов и так далее. Итак, мы рассмотрели вопрос, который связан с первой диареей. Итак, идем по порядку. Первое у нас было заброс пищи и гастроэзофагиальный рефлюкс. Что мы придумали? Для этого заболевания мы придумали лечение препаратом бетаиногидрохлорид, который повышает кислотность. Второе. А в случае, если после мясной пищи у вас вздутие происходит и есть диспепсия, для этого случая есть препарат, который называется пепсин. Далее я порекомендовал в случае, если у вас есть проблемы с усвоением жиров и вы ощущаете горечь по утрам, у вас неприятные забросы желчи, принимайте либо амарум дуйко, либо дополнительно L-карнитин, который поможет вам дополнительно расщеплять жиры и помогать вашей печени справляться с липидами, в том числе с холестерином. Он является липопротеином низкой плотности. Ну и заключительным является после глюкозы или после употребления сладкого ощущение изжоги, вздутия. Это очень частое явление на фоне сахарного диабета 2 типа. Употребление сладкого на фоне употребления сладкого и алкоголя на фоне сахарного диабета 2 типа, как правило, приводит к закрытию желчных протоков и к появлению тонуса желчного пузыря, и в дальнейшем приводит к тому, что появляется гликированный гемоглобин в печени, который невозможно L-карнитином вывести. И что необходимо делать? В данном случае необходимо добавить в рацион питания пикалинат хрома, то есть вещество, которое будет более активно воздействовать на поджелудочную железу, создавая или стимулируя выделение или создавание новых островков Лангерганса, которые будут помогать и выводить избыток глюкозы, которая будет быстрее достигать клеток, которая будет быстрее перерабатываться нашими митохондриями в цикле Кребса и будет быстрее этот процесс происходить. То есть в общем балансе нашего организма будет больше энергии, больше траты этой энергии, распределения энергии. Таким образом, для поджелудочной железы очень важно применение данного препарата. Ну и подытожим. Еще забыл. А вы знаете, что очень часто есть такое заболевание, которое называется, допустим, гастрит. Гастрит — это заболевание желудка, которое может в дальнейшем привести к появлению язвы желудка и язвы двенадцатиперстной кишки. Гастрит, гастрин, видите связь. То есть почему это происходит? На фоне стресса выделяется гастрин, он замедляет работу желудка, то есть мышечная ткань желудка расслабляется, происходит такая вазодилатация. И в дальнейшем происходит появление, туда же попадает пепсин, который расщепляет белки до пептидов. Туда же добавляется трипсин, который расщепляет белок. Вернее, пепсин, который расщепляет белки, связанные с молочными продуктами, сквашивает их или сбраживает. Трипсин, который расщепляет и разделяет белки, которые находятся в белках до пептидов, это тоже гидролаза. И соляная кислота. И часто нам говорят, что в этом всем вообще почему так сложно и почему так все происходит. Так сложно, и это все происходит на фоне того, что мы думаем, что наш желудок что-то переваривает. И мы думаем, что тонкий кишечник что-то переваривает. И мы думаем, что толстый кишечник переваривает.
Мы думаем, что это все делает наши органы. Но мы забываем, что наши органы являются вместилищем наших принципиальных бактерий, которые помогают переваривать нашу пищу. Среди таких бактерий находится известная или славно известная бактерия, которая называется Helicobacter pylori. Считается, что Helicobacter pylori это бактерия, которая либо инфицируется человек ей, либо ему передается по наследству. Мое мнение такое, что каждый человек является носителем Helicobacter pylori, но в момент того, когда у человека появляется стрессовое состояние, когда человек начинает использовать, допустим, нестероидные противовоспалительные препараты, допустим, или парацетамол, или ибупрофен, или ацетилсалициловую кислоту, аспирин, либо антибиотики, у человека происходит уничтожение и разрушение его персональных бактерий, которые находятся в его желудочно-кишечном тракте. И это чрезвычайно важно их восстановить. Так вот, когда нам назначают антибиотики для лечения или устранения Helicobacter pylori, то это очень часто не помогает нам. Проходит какое-то время, у человека вновь начинается гастрит, вновь появляется язвенное заболевание и так далее. И здесь такой вопрос, а чем же можно помочь? Существует ли что-либо? Существует взаимосвязь. Такая взаимосвязь, она связана с ферментом, который называется лизоцим. Лизоцим — это фермент, который вырабатывается у нас слюнными железами и который, по идее, должен восстанавливать и бороться как раз с вот такими бактериальными, злокачественными бактериями, к которым относятся там шигеллез, лямблиоз, к которым относятся Helicobacter pylori и так далее. И с ними необходимо справляться. Что должно справляться? Слюнные железы. Но мы очень часто болеем стоматологическими проблемами, и у нас часто на фоне гингивита, на фоне больных зубов, кариеса, на фоне пародонтита, пародонтоза, на фоне там всевозможных заболеваний ротовой полости формируется расходование и полное в дальнейшем купирование или исчезновение лизоцима, которого должно быть достаточно для того, чтобы у человека произошло выздоровление, и который, по идее, должен был бы купировать появление злокачественных бактерий, которыми мы инфицируемся или на фоне снижения иммунитета болеем, которые, кстати, провоцируют, как правило, нестероидные противовоспалительные препараты, препараты от температуры и так далее, которыми мы привыкли пользоваться. И в этот момент нам необходим этот лизоцим, а его нет. И я хочу вам сказать, что в случае, если у вас есть язва желудка, в случае, если у вас есть заболевание эзофагиальный рефлюкс, в случае, если у вас есть заболевание Helicobacter pylori, принимайте мой препарат лизоцим. Он поможет вам восстановить ваш персональный биотический состав ваших персональных бактерий желудочно-кишечного тракта. Не убивайте их дополнительно антибиотиками, улучшайте их состояние. На сегодняшний день преимущества применения лизоцима велики. Когда человек болеет, вот помните, когда был ковид-вирус, то часто врачи обращались прямо и говорили: уважаемые господа, ни в коем случае на фоне ковида не принимайте антибиотики. С чем это было связано? Дело в том, что применение антибиотиков вызывает появление цитокинового шторма. Цитокины — это клетки иммунитета, которые в большом количестве воспринимают в дальнейшем организм или воспринимают в дальнейшем легкие как злокачественное новообразование и начинают бороться уже не с бактерией в легких, а с самими легкими, что в дальнейшем уменьшает сопротивляемость организма, и человек на этом фоне может умереть, может начаться сепсис. И для того, чтобы этого не происходило, говорили, что в случае, если
только началось заболевание, не торопитесь применять антибиотическую программу, принимайте противовирусные препараты и так далее. Но применение препарата лизоцим снижало или снимало цитокиновые штормы. Применение препарата лизоцим сейчас, допустим, устраняет лямблиоз, шигеллез, хеликобактер пилори. И на сегодняшний день эти работы, они известны. Это работы японских ученых, медицинских работников, которые сейчас продвигают эту идею лечения желудочно-кишечного тракта препаратами или ферментами лизоцима. Лизоцим мы производим из белка куриного яйца. Он у нас стабилизирован ниацином аскорбиновой кислоты, и я рекомендую его принимать тем людям, у которых есть заболевания эзофагиальный рефлюкс, панкреатит, заболевание гастрит, заболевание холецистит совместно с L-карнитином, заболевание язва желудка, всевозможные заболевания, которые произошли на фоне перенесенного заболевания вирусного какого-либо. Я рекомендую принимать данный препарат и при гепатите, и при циррозе печени, и при жировом стеатозе, и при всех абсолютно заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Почему я это говорю? Дело в том, что данный препарат способен восстановить наши персональные бактерии, которые находятся у нас в нашем кишечнике, восстановить то, что и является нашим, как говорят ученые, пищевым иммунитетом или иммунитетом желудочно-кишечного тракта, что является основой нашего здоровья. И мы сейчас как бы в комплексе фактически разобрались с тем, что называется наш желудочно-кишечный тракт. То есть мы поняли, что в момент того, когда у человека появляются стрессы, у него выделяется гастрин, который тормозит усвоение, который тормозит работу желудка. В свою очередь у одних людей тормозит, а у других людей реакция организма — это как можно быстрее убрать пищу из желудка. Таким образом, если убирает, появляется диспепсия. И что необходимо делать? Синдром раздраженного кишечника необходимо купировать препаратами пепсин. Если у вас эзофагиальный рефлюкс, это говорит о том, что у вас не хватает кислоты уже в вашем желудке, потому что таким образом Почему не хватает кислоты? Ну вот представьте, у вас постоянно стрессы, и у вас кислота и трипсин, который должен расщеплять белок, постоянно вливается в ваш желудок, а он не работает. И неработающий желудок вынужден к чему стремиться? К тому, чтобы у вас появлялись язвы на фоне таких нервных состояний. И тогда эти язвы, они будут развиваться. Тогда стресс привел к язве, стресс создал гастрин, гастрин остановил желудок, туда начал выделяться соляная кислота и трипсин. Тогда как организм должен реагировать? Организм — система целостная, и она говорит: давайте будем отключать выделение трипсина, и будем отключать формирование соляной кислоты. То есть в итоге это приводит к тому, что у нас в желудке, который реагирует через гастрин и останавливает свою функцию, появляется, для того, чтобы не развивалось язвенное заболевание, отключают выделение поджелудочной железой соляной кислоты. И это приводит в дальнейшем к тому, что появляется отгибание помпы, и диафрагмальный клапан начинает отгибаться в нижнюю сторону, что приводит к тому, что из желудка напрямую в эзофагиальную часть начинает попадать бактерии, попадать пища и так далее, что приводит к эзофагиальному рефлюксу или эзофагиальной рефлюксной болезни. И что необходимо делать? Конечно же, необходимо прежде всего начать принимать препараты седативные, которые будут успешно купировать неврозы. Это препараты магния, это препараты, возможно, которые вам доступны. Из моих препаратов это Поставит. И второе, это применение бетаина гидрохлорида, потому что сам по себе желудок быстро соляную кислоту создавать не будет, так как это процесс длительный, и
Ваш желудочно-кишечный тракт необходимо воспитывать таким образом. Пусть меня врачи простят. Второе. В случае, если у вас диарея без неспецифического язвенного колита, в случае, если у вас диарея и диспепсия, то необходимо принимать препарат пепсин моей компании. А в случае, если у вас забросы желчи, то L-карнитин и дополнительно амарум. И в случае, если у вас еще и метеоризм, то вам необходимо принимать еще дополнительно препарат метеофан. А в случае, если у вас все стоит и ничего не работает, то дополнительно препарат паракшалан. Вот такая вот история, друзья. Поэтому, когда на сегодняшний, и завершением всего, если хеликобактер пилори и есть еще и диспепсия, вот теперь вы знаете, хеликобактер лизоцим, а диспепсия пепсин. А если диарея, то можно ли пепсин? Если диарея, то пепсин необходим. А если диарея, то можно принимать. А если у вас диарея и есть повышенная кислотность, а если диарея и повышенная кислотность, то прежде всего необходимо лечить сахарный диабет второго типа и принимать препараты хрома. В моей компании это пиколинат хрома. Вот так. Надеюсь, вам было интересно. Как-то нереально сложно все, но насколько нам все это объяснять, спасибо вам с низким поклоном. Пожалуйста. Написано, что принимать житидан нужно месяц. Я пропила. Можно узнать, через какое время возобновится прием. Банки 360 таблеток. Можно смело принимать препарат житидан, когда вы поймете, что его вам не нужно принимать. В случае, если после приема данного препарата вы будете ощущать увеличение артериального давления. Несколько слов все-таки не договорила о диспепсии. Диспепсия не обязательно может являться проблемой желудочно-кишечного тракта. Очень часто у человека появляется диарея еще и на фоне артериального давления, на фоне желчекаменного заболевания. Может появляться еще и на фоне сахарного диабета второго типа. Может появляться еще и на фоне пилонефрита и даже мочекаменной болезни. Таким образом, можно сказать, что не всегда, но диспепсия, чем бы ни было вызвана, все равно купируется и блокируется в дальнейшем, блокируется препаратом пепсин. Когда, по моему мнению, необходимо принимать препарат пепсин? По моему мнению, препарат пепсин необходимо принимать в том случае, если у человека развивается заболевание мочекаменная. Почему? Дело в том, что когда белок не усваивается, а белок не усваивается при диспепсии, когда белок не усваивается, пепсин не вырабатывается, трипсин не выделяется, то это все приводит в дальнейшем к тому, что у человека появляется увеличенный белок в моче или увеличенный белок в крови. Он может фактически в дальнейшем быть С-реактивным белком. Это и приводит к появлению в дальнейшем у нас заболеваний, мочекаменного заболевания почек. Для того, чтобы это устранять, можно принимать дополнительно кислоты, такими которыми является бетаиногидрохлорид, и дополнительно препарат нефромакс. Но не забывайте, и бетаиногидрохлорид, и нефромакс необходимо принимать совместно с препаратом лизоцим. Таким образом, эти три препарата способны спасти ваши почки и в дальнейшем устранить безоперационно возникновения камней и спасти вас от дальнейшего развития заболевания, мочекаменное заболевание ваших почек. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как исцелиться от трихотиломании? Дело в том, что данное заболевание является психиатрическим заболеванием. И к данному заболеванию необходимо относиться как к психиатрическому заболеванию. У меня есть препарат, он называется абсантин. Вот применение данного препарата по 2 таблетки можно 3 раза в день, поможет вам избавиться. А еще принимайте магний, магний B6.
препарат апсантин по 2 таблетки 3 раза в день, магний B6 и можно еще L-триптофан. То есть в комплексе используйте. Также хорошо обратиться к психологу, найти первопричину данного заболевания, может быть пообщаться даже с психиатром, возможно это исключительно психиатрическая проблема, одна из разновидностей психиатрии. Не стоит этого бояться, очень часто применение просто каких-либо психиатрических препаратов помогут избавиться от такого на самом деле несложного заболевания, но возможно это сделать. Надежда Логутова. Где в Москве купить ваши препараты? Что с вами? Мы воюем с Москвой. У нас война. У нас сегодня Киев бомбили 6 ракетами. И ночью мы в 4 часа проснулись от того, что у нас в центре Киева взрывы. Я не знаю, что у вас там в голове, друзья мои. Какие препараты в Москве? Война. Для нас русские, которые находятся на территории России, фашисты, которые начали эту войну и которых мы здесь искренне ненавидим, понимаете, о чем вы? Забудьте вообще. В ближайшее время никаким образом никакие продукты для России продаваться не будут. Вы что? Да вообще забудьте. Я так думаю, что в ближайшие 10 лет этого не произойдет. Все препараты я изготавливаю на территории Украины. Изготовление препаратов происходит на моем собственном заводе, который находится в Копылове, который был окружен и захвачен завод русскими террористами, которые находились там на протяжении 30 дней или 20 дней, которые украли всю технику, у меня есть видео этого захвата, избивали и издевались над теми людьми, которые там работают, и минировали эти дома, которые у меня там находятся рядом и так далее. Поэтому нет, друзья, вы нам не друзья. Здрасте, хочу уехать. Когда будет поступление денег? В этом и в следующем месяце денег не будет. Вас обманывают. Валентина Цверкун. Очень-очень интересно, познавательно и ценно. Спасибо. Все препараты, которые представлены мной, можно перейти на мой сайт и приобрести их. Доставка есть во все страны мира, кроме стран, ограниченные в доставке с территории Украины. Мы отправляем препараты и в Казахстан, и в Грузию, и в Узбекистан. Отправляем препараты в Германию. Наши препараты представлены широко в Германии, в Италии, и в Америке. Есть специализированные и точки сбыта, и логистические склады. В общем, все доступно. Пожалуйста, заказывайте с любой точки мира. Здравствуйте. На каком масле безопаснее жарить? Я хочу вам сказать, что любое масло, подвергающееся термической обработке, опасно для организма. Но масло может убивать, но может и помогать. Каким образом убивать и каким образом помогать? Если в масле жарить, то так, чтобы весь продукт опускался в масле. То есть если выбирать жарко на сковороде и жарко во фритюре безопаснее, так как масло не подгорает. А если жарить на сковороде, то масло однозначно подгорает. Поэтому на сковороде хуже, чем во фритюре. Второе. Питье масел. Я считаю, что есть такие масла и применение масел в ходе лечения, допустим, желчного пузыря, желчекаменного заболевания, даже таких заболеваний, как, допустим, заболевание печени. Иногда возможно снижение холестерина, иногда возможно с помощью масел. Каких масел? На первое место, наверное, поставим кукурузное масло. Почему кукурузное? Есть известный медицинский интернет-ресурс, который называется lipid.journal. Это на английском языке. Он, к сожалению, на английском. Но там есть статьи, где доказывается, что применение перорально, то есть вовнутрь, применение питья кукурузного масла снижает у человека холестерин. Поэтому они рекомендуют использовать дополнительно данное масло для снижения холестерина.
Всем известно, что в масле находится два незаменимых и очень нужных витамина, которые организму необходимы. Это витамин Е и это витамин А. Именно поэтому витамин Е и витамин А в нежаренном виде, в масле холодного отжима присутствует, находится, и очень рекомендую его принимать. Самое большое количество витамина Е находится в рыжевом масле. У нас продается на нашем сайте рыжевое масло, можно применять в случае, от чего помогает или для чего принимать. В случае, если есть дискинезия желчных протоков, высокий холестерин, в случае, если у человека есть проблемы печени, в случае, если у человека есть ревматоидные заболевания, рыжевое масло помогает при ревматоидных заболеваниях. Эльмира Присайны. Андрей Андреевич, скажите, сильное обострение, менопаузы, горят суставы, нет сил, с чего начать и что посоветуете? Есть такое понятие, как ревматоидный артрит, который начинается на фоне менопаузы. Он так и называется климактерический артрит. Это очень частое явление, и я думаю, что вам начинать нужно вот с чего. Необходимо сдать анализ крови на С-реактивный белок, антистрептолизин, АСЛОУ и ревмофактор. И нужно посмотреть вот именно на эти гормоны. В случае, если эти гормоны будут повышены, то актуальнее всего начать принимать препараты, допустим, там гормональные препараты для активации работы коры надпочечников. И второе, необходимо сдать или провести исследования гормональные, то есть посмотреть прогестерон, эстрадиол, пролактин даже можно, тестостерон, и посмотреть, какие из этих гормонов у вас находятся в дисбалансе. Кому необходимо обращаться, к какому врачу необходимо обращаться, если у вас есть долгий климакс, вы никак не можете ничего с этим сделать. Очень часто женщины совершают ошибку. Они идут к гинекологу. Я хочу вам сказать, что гинеколог климакс не лечит. Климакс является эндокринологическим заболеванием, и человеку, у которого появляется климакс, необходимо идти к эндокринологу. Поэтому, если у вас климакс, не идите к гинекологу, а идите к эндокринологу. Гинеколог вам не поможет, он в этом некомпетентен. В случае, если болят суставы, есть ревматоидные проблемы, то эндокринолог совместно с ревматологом или даже с неврологом, ну, скорее всего, с ревматологом, смогут вам помочь в этом. Понятно? Я желаю вам счастья. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Я заказала у вас мазь от бородавок и наростов. Мне прислали мазь Родопи. Я перезвонила, мне сказали, что ее обновленная версия этой мази, это правда. Родопи тоже сможет убрать. Вообще самый простой способ избавиться от бородавки и натоптышей — это использование в ветеринарной аптеке. Продается такое вещество, называется АСД второй фракции. Вы, наверное, знаете. Вот использование данного вещества за мега короткий срок убирает проблемы и натоптышей, и особенно бородавок. Бородавки прямо вот мгновенно. Прям очень-очень хорошее средство. Сам использую, могу сказать, что более эффективного чего-то невозможно найти. В ветаптеке продается. Я из Болгарии. Очень рада, когда слушаю ваши лекции. У меня сын 31 год, он немного саможивый. Ага, наверное, я понял, что это на русском языке будет звучать как
как на русском сказать цурается? Это цурается, как на русском? Ну, цурается, знаешь слово? Обижается. Ага. Не контач, вспомнил, некоммуникабельный. И мне страшно, и я хочу узнать, будет семья. Будет, все нормально, вообще ничего не бойтесь. У 7-месячного внука гемангиома на лбу. Врач отправил на лазерное удаление. Нужно ли соглашаться? Нужно, это безопасно, лучше убрать. Дело в том, что такая гемангиома с возрастом, она увеличится и будет эстетично мешать ребенку, а сделать это в молодом возрасте легче, чем взрослым. Спасибо вам большое за интересные вебинары. Поклон вам. Спасибо. Здравствуйте. Можно ли вылечить шизофрению? Смотрите, шизофрения — это такое заболевание, которое формируется долгие годы. Оно формируется долгие годы, и в момент формирования данного заболевания участвуют всевозможные принципы. Нет ни одного досконально изученного заболевания, вернее не так. Во всем нашем теле наоборот, очень много заболеваний, которые досконально изучены, в отличие от самой шизофрении. То есть это настолько сложное заболевание, гипотез по поводу того, почему возникает шизофрения, их очень много. Одна из этих гипотез говорит о том, что это заболевание, которое возникает на фоне сбоя гормонов мозга. И восстановить работу этих гормонов мозга можно. Можно ли это сделать в ранней стадии? Как правило, если развивается шизофрения и она только появляется, то есть у человека появились там внезапно галлюцинации или внезапно там появляются какие-либо там признаки шизофрении, и это начало, дебют, можно сказать, то вот в таком случае можно помочь ему нутрициологически, то есть используя там растения, используя психологию, используя, возможно, там вербальные техники влияния, суггестию, терапию, какую-либо психотерапию. Возможно, вот в этом случае, когда начало, еще можно как-то помочь. В случае, если это имеет активную форму, и человек чрезвычайно страдает, и человек болеет уже этим активно, то уже такими препаратами обычными и не медицинскими помочь нельзя. Необходима терапия, необходимо рассматривать человека, определять, к какому типу шизофрении его шизофрения относится, и выбирать тип лечения. На сегодняшний день есть препараты, которые лечат шизофрению. Эти препараты, они исследованы, это препараты, которые имеют низкий побочный эффект, это препараты, которые экологично использовать, это препараты, которые на 100% дают гарантию выздоровления. И если не затягивать заболевание и начинать с раннего возраста или только при первых дебютах данного заболевания помогать человеку, то излечение данного заболевания практически гарантировано. То есть человек приходит в норму, становится полноценным членом общества и так далее. В случае, если заболевание длится долгое время, то какой-то особый, возможно, особого необходимого вам результата с применением моих препаратов или с применением каких-либо еще немедицинских препаратов или каких-либо методов вы, скорее всего, не добьетесь. Андрей Андреевич, АСД — это препарат из РФ, его уже нет в аптеках. Они есть в аптеке. Я недавно покупал препарат АСД, вторая фракция, через интернет. Мне прислали 6 бутылочек, все в порядке. Производится он на территории Желтых вод, и все эти препараты, они существуют. Все в порядке. Васкулит, мраморная кожа, пятно по телу, сопутствующий гастродуоденит, панкреатит, вот еще васкулит, есть ли между ними связь? Подскажите, с этими пятнами теперь делать? Прежде всего необходимо провести тест исследования, который называется синдром иммунного дефицита человека. То, что вы говорите, очень похоже на вот такие признаки. Не хотелось бы мне вас пугать, но необходимо начать именно с этого. В случае, если синдром подтвердится, ВИЧ или СПИД, то необходимо начать препарат принимать, битулиновая кислота. В случае, если этого нет, слава богу, то васкулит
очень сложное заболевание, кстати, необходимо лечить тоже препаратами лизоцим, препаратом бетулиновая кислота, препаратом кверцетин. Препарат бетулиновая кислота 2 таблетки 3 раза в день, лизоцим 2 таблетки 3 раза в день и бетулин 1 таблетка 2 раза в день. Будьте здоровы. Андрей Андреевич, пожалуйста, напомните, как правильно принимать альбендазол 400 треза в неделю или 3 в день. В случае, если есть неспецифический язвенный колит, то или эзофагиальный рефлюкс, то препарат принимается по 1 таблетке 2 раза в день. Принимать необходимо 1,5-2 месяца. Еще раз, будьте здоровы, знакомьтесь с препаратами компания «Тибетская формула». Возможно, мои семинары помогут вам быть здоровыми, возможно, кому-то поможет определить, чем же вы на самом деле болеете. Мне очень приятно помогать вам, но в свою очередь я бы хотел вас попросить оставить свои комментарии. Многие из вас уже попробовали мои препараты, кто-то, возможно, оставит комментарии о том, помог ему какой-либо препарат или не помог, мазь, возможно, помогла, или какой-либо мой рецепт. Я буду вам чрезвычайно за это благодарен. Также обязательно ставьте лайк и оставляйте свой комментарий. Это поможет людям, которые страдают и нуждаются в помощи, получить хотя бы такую помощь бесплатную от меня. Еще раз большое спасибо и до свидания. Будьте здоровы.